Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас смотрите, это расклад на вторую половину месяца августа. Давайте посмотрим, что же происходит в вашей жизни, к чему вам нужно быть готовыми. Я напоминаю, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет и окажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я буду очень рада прочитать ваши сообщения. Итак, давайте посмотрим, что здесь происходит у Дев. Итак, первая карта ваша, в принципе, ваша стихия, карта Королева Пентаклей, карта, говорящая о земном знаке зодиака, это вы, Девы, может быть, общение с другим земным, вроде таких как вы, Дев, Тельцов или Козерогов. В целом, это очень хорошая карта стабильности, материального благополучия, такой вот уверенности в завтрашнем дне, потому что она очень трудолюбива и получила то, что имеет своим трудом, своей вот настойчивостью, своим трудолюбием. Это все, что касается здесь также верности, сердечности, вот знаете, всего, что дает постоянство и ощущение постоянства в вашей жизни, в отношениях, в работе, в чем угодно. То есть очень хорошая такая земная карта, очень женственная, очень хозяйственная, да, то есть здесь вот можно вот о всех сферах жизни говорить, наверное, только в позитивном ключе. Если мы говорим о Королеве жезлов, она может решать какие-то вопросы финансовые, недвижимости или каких-то там покупок, или зарабатывания денег, или просто правильного, разумного распоряжения финансами дома, если там, да, мы говорим о хозяйственности, но карта очень хорошая. Следующая карта у вас карта Колесница, это карта движения вперед, возможно, у кого-то поездки какой-то или стремительного рывка вперед к вашей цели, в вашей жизни, может быть, в финансовом вопросе или в каком-то вопросе, который ведет к стабильности и постоянству, опять-таки, у вас. И, как я уже говорила, может быть, поездка, может быть, покупка автомобиля тоже как вариант, все что угодно. Тут же у вас есть Король Пентаклей, это такая пара получается. Может быть, правда, у вас общение с земным знаком, это Девы, как вы, Тельцы или Козероги. В любом случае здесь акцент опять-таки дается на стабильность, на трудолюбие, на вот эту финансовую жилку, на умение правильные решения принимать финансовые. То есть замечательная, стабильная карта, еще и туз Пентаклей, смотрите. Туз Пентаклей — это в целом ощущение стабильности, процветания, финансового вот этого вот благополучия, может быть, каких-то денег, которые к вам здесь приходят, ощущение прочного фундамента, а также каких-то начинаний, где вы можете вкладываться в какой-то бизнес, он будет хорошим там вложением, это какой-нибудь хороший стартап, в который вы вкладываетесь, дающий потом впоследствии хороший результат. То есть и у вас есть, допустим, здесь хорошее чутье, чтобы в это дело вложиться, потому что вы чувствуете, что оно прибыльное, выгодное, что оно, да, будет иметь хороший результат. То есть замечательно, на самом деле, очень хорошая карта. Дальше у вас есть пятерка жезлов, то есть нужно над чем-то постараться, потрудиться, поработать, потому что есть эта карта настойчивости вместе с девяткой жезлов, проявить трудолюбие и упорство в каком-то вопросе, может быть, какой-то новый трудовой контракт подписать или какой-то важный шаг сделать, он может быть не таким простым и легким для вас, он может вызывать какие-то внутренние конфликты, но это возможность, которую вы здесь реализуете, может быть, даже в разгаре какого-то напряжения, или вот вы просто немножечко устали уже, да, потому что по девятке жезлов эта карта называется раненого воина, уже много сделали и устали, потому что долгий путь прошли к вот этому вот состоянию, но вы получили хороший результат, действительно, и поэтому вы занимаете здесь оборонительную позицию, чтобы не потерять те результаты, которые у вас уже есть. Вы не хотите потерять, потому что вы очень много усилий здесь приложили для этого. Если есть какая-то конкурентная борьба, вы готовы бороться за свое счастье и за свою финансовую стабильность, соответственно, поэтому вы здесь не готовы кому-то уступать свои результаты, да, свои победы. Вы в любом случае будете за них бороться и показываете это окружающим, что вы готовы конкурировать
может быть, с кем-то какие-то даже конфликты могут мелкие возникать здесь из-за этого. Тут же карта влюбленная, это карта с двойкой кубков, говорит о союзе, о парных взаимоотношениях. Если говорить о общении в романтическом плане, то это какие-то стабильные отношения для вас, это желание создавать стабильные отношения, доверительные, очень хорошие, крепкий союз, да, какие-то здоровые отношения, основанные на здоровых чувствах. И по двойке кубков ощущение родства душ, причем у вас выпадает королева пентаклей с королем пентаклей, то есть вы можете прям быть то ли одного знака, то ли у вас прям вот одинаковые приоритеты в жизни, одинаковые взгляды в жизни. То есть вы прям как в одну сторону смотрите, вы понимаете друг друга с полуслова, с полувзгляда, да, то есть вот такое вот ощущение единения, которое у вас здесь есть. Они такой сильный тон дают, вот эти король и королева пентаклей в паре, которые говорят о практической мудрости, о умении заботиться друг о друге или там о умении организовывать финансовый комфорт, стабильность в жизни, разумно распоряжаться средствами, да, то есть вот это хороший такой тандем. Может быть речь о том, что вы с кем-то работаете в паре, это какой-то компаньон в плане работы, которому вы доверяете, потому что вот у него тоже одинаковые с вами цели и планы, это какой-то бизнес, там, компаньон, бизнес-проект, может быть и такое. Но для меня здесь больше как парные отношения, любовные отношения. Поэтому карта влюбленные и двойка чаш. Тут же есть восьмерка пентаклей, опять акцент на пентакли, на деньги, на работу над чем-то, что принесет хороший результат, и причем работу с удовольствием, с интересом, и в ситуации, где вы готовы расти, развиваться, чему-то учиться, самосовершенствоваться для еще большего результата, соответственно, по этой карте, где вы готовы перенимать какие-то опыт, навыки, там, не знаю, получать опыт, да, перенимать какие-то навыки или учиться чему-то от других людей, чтобы вот быть лучше, стать лучше, чтобы вот как-то еще стать более профессиональным в каком-то вопросе, допустим. Поэтому восьмерка пентаклей и тут же семерка кубков. Очень много здесь вот связанных с этим продвижением вперед каких-то ваших фантазий, планов, что будет дальше, что будет через неделю, через месяц. Вы очень много планируете, думаете, фантазируете, где-то даже вот чересчур надумываете себе какие-то результаты, додумываете их и, может быть, даже приукрашаете какие-то возможные результаты, которые вы можете получить. То есть здесь прям, ну вот по этой семерке кубков может быть надуманные варианты, может быть вы думаете, что их у вас много, может быть их не так на самом деле много, но во всяком случае здесь можно говорить и о вдохновении как таковом, и о том, что вы вдохновлены каким-то делом для вас перспективным, в котором вы хотите учиться и развиваться. И тут же в принципе у вас вот в готовности оттачивать какие-то навыки или там выполнять постоянную кропотливую работу, вы умеете как-то творчески подходить к этой работе. То есть творческий подход в этой работе, в этом деле, которое приносит вам деньги, вас вдохновляет то, что вы делаете, и это дает вам хороший такой посыл для дальнейших каких-то новых там результатов, каких-то идей, которые вы реализуете дальше в свою жизнь, они будут очень-очень перспективными, продуктивными, когда вы их реализуете. И звезда тоже планы, цели, надежда, что реализуется то, что вы задумали. Очень много планируете, очень много фантазируете о будущем, вдохновлены действительно какой-то идеей или вдохновлены этими отношениями парными и тому, куда вас несет жизнь в этих парных отношениях. То есть вы по семерке кубков уже там фантазируете о белом заборе вокруг дома, о собаке, которую заведете. Знаете, то есть вот такие вот все вопросы, сколько детей будет, как вы их назовете, вот все, что связано с мечтами, с планами, причем не просто мечтами, а то, что можно реально воплотить в жизнь, потому что есть карта звезда, есть карта туз пентаклей, то есть это можно реально привести к чему-то практичному, понятному, земному. То есть это не просто мечты. И десятка пентаклей, кстати, она тоже говорит о семье и о пентаклях, о стабильном, о доме, о жилье, которое вы обсуждаете. Может быть, вы обсуждаете покупку недвижимости с вашей второй половинкой.
Может быть, обсуждаете какие-то вопросы наследия, что вы оставите своим детям, или там, завести детей, да, то есть вы строите планы здесь, думаете об этом, поэтому десятка пентаклей, думаете опять-таки о долгосрочной перспективе, которую вы преследуете вместе в этом союзе, и готовы проявлять настойчивость, даже если вы устали, даже если вам уже как будто бы немножечко и тяжело, но здесь карты очень хорошие выпадают, то есть вы по десятке пентаклей вот настроены на какие-то мудрые здесь решения, на мудрые решения, касающиеся исполнения вашей мечты там, в вопросах семьи или дома. Восьмерка мечей как-то немножечко омрачает эту картину, потому что она показывает по большому счету, что вы можете где-то страшиться, пугаться, переживать, что что-то может пойти не так, или какие-то палки в колеса кто-то будет ставить, или какие-то трудности будут возникать, или какая-то конкуренция будет выбивать вас там на работе, выбивать вас из этой колеи. Кто-то может попытаться занять ваше место, там, допустим, или вот перенять вашу идею, или что-то такое сделать. И вы можете по этому поводу действительно немножечко переживать и накручивать себя, эти страхи надумывать. Но опять-таки четверка жезлов, семья, стабильность, гармония и порядок, который вы хотите получить, и, собственно, поддержка со стороны либо вашей семьи, либо того, с кем вы живете. Она здесь явно присутствует, потому что четверка — это карта, в принципе, стабильного такого ощущения и желания прийти к победе, прийти к результату, прийти к гармонии вашей жизни. Это то, что здесь подвигает вас на вот это вот стремительное движение вперед. Ну, может быть, даже у кого-то, правда, переезд на новую квартиру или дом, потому что четверка жезлов об этом может говорить вполне. Еще и десятка пентаклей, решаете эту финансовую составляющую этого переезда, и колесница, допустим, переезжаете кому-то. Может быть, по семерке кубков выбираете варианты, какое жилье купить или аренду, там, в какое жилье в аренду взять, то есть как рассматриваете возможности, выбираете, обсуждаете их, и карта влюбленная — это еще и выбор, и выбираете, то есть принимаете решение, выбираете, обсуждая там со своей второй половинкой, потому что в любом случае это решение, которое повлияет на этого человека тоже, и для вас это важно, поэтому вы здесь стараетесь, да, прийти к какому-то согласию, какой-то золотой середине. В любом случае, очень хорошая карта у вас, девы. С этим я вас поздравляю. Желаю вам всем всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких и любимых. До скорого.